Ребята, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. Мы сегодня вдвоем с Камрадом, с Игорем приехали несколько в другие места. Погуляем по склонам, поищем что-нибудь интересное. От машины прошли уже километров 5, достаточно далеко, ушуршали. Надеюсь, находки будут интересными. Не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и пишите приветственные комментарии, друзья. Это все в совокупе очень позитивно влияет на алгоритмы YouTube. Они это воспринимают правильно, и канал развивается должным образом, в том числе благодаря вам. Кто желает поддержать этот замечательный канал, описание подскажет, как это сделать. А у кого проблемы с YouTube, заходите на Дзен. Ну а мы начинаем сегодняшние приключения. Готово. Пойдем в лес, зайдем. Нашел пятнышко такое, все звенит, какие-то кусочки кожи. В общем, решил пошурфить. Крышка какая-то. Какие-то сигналы проклевываются. Крышка, какие-то болты, ремень по размеру как поясной военный, какая-то вот с катушками, может от антенны. Вот тут медь намотка, какой-то кронштейн, а-ля цветнину эту можно забрать. Кирка? Ага. Хорошенькая. Да, зачетец. Такая, сохран хороший, кстати, да, относительно? Да, хорошая. Средненькая такая. Угу, зачет. Игорь говорит, снимай на всякий случай, мало ли сейчас это того-то. Блин, она резонирует так, конечно. Прикольно. Короче, блин, будет эпично, по-моему. Да не, пройдешь. Ты эквилибрист. Ты эквилибрист хороший. Не спеши, Игорян. Там дальше тяжело будет. Вот это. Лишь бы не сломалось оно. А там уже прыгнуть можно на берег, если что. Вау! Да, летом на склонах особенно тяжеловато. Сегодня еще 25 градусов обещают. Комарики проснулись. Но мы вдвоем что-нибудь должны зацепить. Так, ребят, тут
По телефонии немножко сработал. Оно же и по меди. Вот такая динамо-машина от полевого телефона немецкого. Аккурат под деревом старым звенело. Тут цветнина есть, поэтому заберу ее. В глухом лесу такая аллея нарисовалась. Карты смотрю, на картах нету. Но тем не менее, вот она четко читается. Старые деревья. Тут хвойный лес по правую руку. Там смешанный. А здесь вот она четенько. Четенько виднеется. Какие-то рисунки. Ну-ка. Не, это эти. Это на ней стоят. Столько клейм? Да. Сейчас еще зачищу, а потом можно будет. Но я не думаю, что это... Я вижу цифры на них, на этих. Да? Давай еще Мгм. чуть-чуть чистану, а потом. Странненько. Да, вот и я говорю, что что-то тут не то. Something strange. А, эта сторона лысая, блин, половинка. Интересная гирька. Может, вес подгоняли, я не знаю. Пишите, ребят. Вот там клейма поверочные стоят. Вот она, 20 грамм тут. Ну, что ее вот так вот поелозили, даже не это. Даже непонятно для чего. Весовая гирька. Я думаю, вес подгоняли. Зацеп. Сейчас чистанем. Тут еще подкова вросла. Клеймо какое интересное. Еще один зацеп. Этот на другом клейме. Дольче Габбановский. Такая парочка. Вот она, виноградная. Огромная. Говорят, едят именно этих. Я бы, конечно, не стал. Жалко. Какая сочная. Что-то думает, рога там двигает. Ладно, пойдем дальше. Блин, погода подпортилась. Разбрелись мы с Игорем. Связи нет. Так по карте примерно понимаю, но что-то я увлекся, и он, походу, уже вне зоны слышимости друг друга. Места тут такие. Подзаблудиться можно. Сейчас пойду там к болоту, к одному. Хочу выйти. Там поковыряться вокруг. Посмотреть. В лесу так незаметно, но какой-то налетел. Туча какая-то пришла. Что-то даже накрапывает. Потемнело все. Ребят, дождик прошел. И смотрите, просто посмотрите. Целая поляна земляники. Вау, какая красота. Земляничка. Ой, сколько ее тут, друзья. Целый ковер. Посмотрите. Какая красотища. Да после дождичка.
Батюшки мои. После дождичка в Такая вкуснотища, ребята, вообще. Офигеть. Я таких ковров не видел с детства. И распогодилось как. Просто песня. Ваше здоровье. Опа, а вот вам следующая находка, ребят. Посмотрите. Возьми, сейчас щеточку достану чуть-чуть. Запонка. Глянуть, что там нарисовано. Ну там узорчик посередине. Угу. Ювелирика буквально. Специальный такт выбирается такой, чтобы патину не нарушить. С оттяжкой мизинца, да? Вот такая вот находка, ребят. Вот такая. Вот такая вот находка. Зачет. Работаем. Вышли на такую поляну. Все в позициях. Такие большие какие-то, глубокие. То ли блиндажи, то ли капониры. Похоже, артиллерия тут стояла. Потому что гильзы рваные повсюду валяются. Очень много вот таких вот тюбиков. Какой-то быт, в общем, немецкий. Это, по-моему, от обморожения было. Аммонил. Ликоль 10%. Батюшки мои. Так, из глубины такой сигнал. И вот такой вот тубус, футлярчик. Кардиазол. 0,1 грамм. Это, наверное, сердечные какие-то дела. Кардио. Он Игорян тюбик поднимает. Тоже немецкий. Разорвал, а там еще вон содержимое есть. Маська. Ну это. От обморожения похоже. Вот такие. Немцами пахнет. Просто не могу не показать вам, сквозь какой борщевик приходится пробираться. Вот толщина лопаты и вот толщина стебля. Посмотрите. Вот мой рост и вот уровень. Видите? Ой. Вот как тут идти, чтобы лицом не задеть. Опаснейшее действо. Все же вы знаете, что борщевик он ожоги оставляет. Ладно, будем пробираться. Спускаемся по дороге. У Игоряна сигнальчик. Опа. Часики. Какие-то маленькие Посмотри, часики. какие маленькие. Интересно. Посмотри, какие пузатенькие. Прикольно. Надо почистить. Что, стрелки на месте? Что ли, или мне кажется? Или отпечатки от них. Отпечатки, да. Но это потом, да, поосторожнее там, так сказать. Не золотые, к сожалению. Блин. Позолоченные. Ну, какой-то рисунок виднеется вон. Угу. Что-то есть, да? Да, есть узор. Потом еще подчистим. Узорчик такой типа лилия. Они же раскрыться с этой стороны должны.
Бренда не видно. Ну, наверное, Бриге, скорее всего. Или Пьаже. Хорошая находка. Погода пляшет. То солнце, то дождь. То ветер, то тишина. Такой мелкий сигнал, ребят, звенит. Вот выкопал и, по-моему, это птичье кольцо. Сейчас почистим, там надпись есть. Номер, год может. Сейчас почистим. 86-й год, что ли. ПЛ. Польская. Вот подавляющее большинство колец, которые вообще удавалось найти, причем как на западе, так и на востоке Калининградской области, это польские кольца. И вот эта находка тоже отсылает нас к Польше. Возможно, 86-й год. Пятачок звенел, выбил его быстренько. Все вот в этих кольцах. Пряжки. Какая-то, может, мастерская по конным делам была. Ключ. Вот такой вот коловорот. Может, ручная дрель была. Может, еще какой, может, ключ какой-то, не знаю. Короче, вот такой набор звенел. Друзья, порой вот эти картины по руслу реки откидывают нас в какие-то тропики. Смотрите, сколько зелени, какие папоротники огромные. Просто. Как будто мы в каком-то юрском периоде. Вода вон после дождя, как в Хуанхэ. Ребят, вот идем по склонам теперь с Игоряном. Такой сигнальчик неплохой. И часы вылетают. Смотрите, со звездочкой с какой-то. Еще остатки ремешка. Они со стеклом. О, ребят, да это может военные, кстати говоря. Там вон и бренд. Все, мы их потом... В машине есть дозиметр. Часто на военных часах, ну, на часах периода войны, на циферблат наносилась светомасса постоянного действия, содержащая соли радия. Вполне возможно, что эти тоже будут подфанивать. Ну, номера я здесь пока не вижу. Но будем смотреть, в общем. Вот такая находка. Сейчас под деревом сигнал был, ребят, даже не хотел копать, такой невзрачный. Почти что верховой. О! Топорик, посмотрите какой. Маленький. Это вот а-ля плотницкий, по-моему. Такой он. В асимметрии. Ну, зачет, я его заберу. Интересный.
зачетится. Ребят, сейчас такой косяк произошел. Минуты 2 записывал, как копаю, короче, и оказалось, не нажал. Ну, сейчас я вам покажу, что удалось выкопать. Вот тут пятачок, тут продолжает все звенеть. Короче, выкапываю сначала 2 ключа, вот этих вот. Потом звенит колышек стальной. Игорян приходит, я говорю: Игорян, не ругайся матом, сейчас камеру поставлю. Сейчас я выкопаю жетон. И выкапываю жетон, но он, к сожалению, не набитый. Блин, это какой-то ППЦ просто. Ну, сейчас я еще пошуружу здесь, потому что звенит еще. Вот они, ребят. Не набитый жетон. Что за ерундистика такая, блин. Зачем было его на шнурок надевать, при том, что он не набит еще? Дурдом какой-то. 2 зацепа. Еще сигнал идет. Игорян вот пришел, тоже рядом тут зашурфился. И смотри. Да, фордовский какой-то. Да, что-то похоже. Сайлентблок, что ли, какой-то или что-то. И номер вон. Да. Б. Фордовский. Угу, зачет. Так, интересный какой-то крюк. Карабин. Такой вот попался. От чего это? Даже не знаю. Пишите, друзья, в комменты. Не встречались такие. Просто вот здесь палат, который это Капонир, вот там впереди. Я туда шел, там звенит черного много. Какие-то вот стекляшка какая-то вылетела. И, ребят, вилка, что ли? Точно. Кусок вилки. Сломанная. Причем давно сломанная. Кусок. Думал, не серебряная или нет. Латунь. Сломана давно, видите, слом уже такой старый. Ну, тоже находка. Че уж. Под вилкой сигнал продолжается. Ковыряю, вот хлорница. «1943». И зубная щетка рядом была. С плюсиками с такими. Игорь говорит, ты только зацени, насколько она крепкая. Она прям крепкая. Да, металл хороший. Забирай, да и сделаешь из нее себе для копа инструмент. Докапывать. Ну а что? Чё бы и нет. Такой зачетец. Так, ну что, друзья, вот мы уже в домашних условиях. Вот они, часы на циферблате, там такая же звездочка. Вот как и здесь. И буква J. Не знаю, что это за марка, модель. Но что-то мне подсказывают, что это военные часы. Вот он, дозиметр.
13 микрозиверт час. Это нормальный фон. Теперь давайте проверим наши часы. Ну вот, как и предполагалось. — 0,4 микрозиверт час. Прибор ругается. Есть превышение радиационного фона. Это, конечно, не мега-супер весть какое превышение. И видите, в прошлом на это никто не обращал внимания. Многие приборы военные, часы, имеющие нанесенную светомассу постоянного действия, а конкретно это вот на циферблате циферки вот эти вот, содержащую соли радия, не только в часах, но и в военных приборах, и в корабельных приборах, и в авиационных приборах часто такое можно было встретить. Он в стороне, но он все равно кричит. Только подносим. Ну, в принципе, они под стеклом. Конечно, как карамельку за щеку не надо такие часы класть. В кармане тоже носить я их не буду. Ну, где-нибудь в коробке, если они будут лежать, я не думаю, что что-то страшное случится. Так что вот так вот, друзья. До 0,5 доходит микрозиверт час. Даже вот 0,67 было. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск мы заканчиваем. Время подошло к концу. Благодарим всех за просмотр. Желаю вам здоровья, мира, добра. Обязательно пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Некоторые находки тяжело определить сразу, находясь в лесу. Поэтому всегда очень приятно, когда вы даете информацию, делитесь. Это всегда интересно, познавательно. Подписывайтесь обязательно. Всего вам самого доброго. Кто желает поддержать канал, информация в описании подскажет, как это сделать. А у кого проблемы с YouTube, обязательно заходите на Дзен. Всем пока и до новых встреч.